Мадридский Реал будет бороться за Алехандро Гарначо. Манчестер Юнайтед намерен перехватить Лукаса Пакета у Манчестер Сити. Фенербахче могут снять с чемпионата. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Туринский Ювентус рассматривает несколько кандидатур на замену главного тренера клуба Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По их информации, в списке кандидатов 3 тренера: Тьяго Мотта из Болоньи, Винченцо Итальяно из Фиорентины и Рафаэло Палладино из Монцы. Контракт Аллегри с туринским клубом истекает летом 2025 года, однако преждевременное прекращение соглашений возможно и по инициативе тренера. Как отмечает источник, дальнейшее сотрудничество Юве с Аллегри зависит от итогов нынешнего сезона. На данный момент туринский клуб располагается на 3-й строчке таблицы серии А, набрав 59 очков. Дортмундская Боруссия заинтересована в выкупе английского футболиста Джейдена Санчо у Манчестер Юнайтед. Как сообщает Sky Sport Germany, стороны в данный момент ведут переговоры по поводу суммы возможной сделки. Сам футболист хочет остаться в немецкой команде. Санчо выступает за Боруссию с января этого года на правах 6-месячной аренды. Его действующий контракт с Манчестер Юнайтед рассчитан до 2026 года, а его ориентировочная стоимость — 25 миллионов евро. Эдуард Спиртян может перейти в чемпионат Испании этим летом. По информации РБ Спорт, полузащитником Краснодара интересуется Жирона. Сообщается, что клуб активно изучает игру Спиртяна и связывался с окружением игрока в январе. При этом отмечается, что агентство РП, с которым сотрудничает Эдуард, заинтересовано в том, чтобы он продолжил карьеру в Италии. Прошлой зимой появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны Ювентуса. Манчестер Юнайтед может составить конкуренцию своим соседям из Ман-Сити в борьбе за атакующего полузащитника Вест Хэма Лукаса Пакета. Сити был заинтересован в покупке Пакета еще прошлым летом, но из-за расследования в отношении Лукаса по поводу ставок решил вместо него приобрести Матеуша Нуньеша у Вулверхэмптона. Нуньеш так и не заиграл в Сити. Вдобавок над горожанами вновь нависла угроза лишиться Бернарду Силвы, которого хотят видеть в ПСЖ, Барселоне, а также Саудовской Аравии. Поэтому грядущим летом Сити может возобновить интерес к Пакета. Однако Daily Express утверждает, что еще одним претендентом на Лукаса обещает стать Юнайтед. При этом у МЮ есть козырь в борьбе за игрока. И этот козырь заключается во встречном интересе Вест Хэма к защитнику Красных Дьяволов Харри Магуайру. Также, если верить слухам, контракт Пакета с Вест Хэмом предусматривает отступные в 86 миллионов фунтов. Дани Алвес попросил временно освободить его из тюрьмы. Бывший защитник Барселоны был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 годам тюрьмы и еще к 5 условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 лет не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение. Алвес и его адвокат Инес Гвардиола подали ходатайство о временном освобождении бразильца до вступления приговора в силу. «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие», — сказал бразилец, принимавший участие в заседании суда по видеосвязи. Адвокат Алвеса потребовала, чтобы ее клиента освободили с соблюдением мер предосторожности. Они включают в себя залог в размере 50 тысяч евро и изъятие у Дани испанского и бразильского паспортов. Футболист также должен будет периодически отмечаться в суде. Фенербахче допустил снятие с чемпионата после драки на матче с Трабзонспором. После игры в рамках турецкой суперлиги 17 марта, в котором Фенербахче одержал выездную победу со счетом 3-2, фанаты Трабзонспора выбежали на поле и атаковали игроков команды гостей, праздновавших победу в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских. В
понедельник министр внутренних дел Турции сообщил о 12 задержанных. По сообщениям пресс-службы Фенербахче, 2 апреля состоится внеочередное заседание Совета директоров, на котором будут оценены различные меры, которые могут быть приняты в связи с инцидентом, включая выход Фенербахче из турецкой суперлиги. На данный момент клуб идет вторым в турнирной таблице, отставая от Галатасарая на 2 очка. Лондонский Арсенал продолжает планировать трансферную кампанию на это лето. По информации от Code Offside, все идет к тому, что главной целью команды Микеля Артеты на позицию форварда станет Виктор Дьокериш из Лиссабонского Спортинга. В Арсенале все больше убеждаются в том, что швед является наилучшим вариантом для усиления атаки, но проблема в том, что в контракте у Дьокериша прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро. Арсенал попробует снизить этот ценник. Центральный нападающий Севильи Юсеф Эн-Несери находится в шорт-листе нескольких известных клубов. Как утверждает журналист Экрем Канур, итальянский Милан планирует в ближайшее время сделать предложение испанцам о покупке марокканца. Кроме того, источник сообщил, что на Эн-Несери претендуют Ювентус, Вест Хэм и Вулверхэмптон. Портал Трансфермаркт оценивает стоимость нападающего в 18 миллионов евро. Игрок сборной Германии и Мюнхенской Баварии Джамал Мусиала пользуется спросом среди клубов английской премьер-лиги. Об этом рапортует Bild. Источник информирует, что в подписании немца заинтересованы 3 клуба. Речь идет о лондонском Челси, Манчестер Сити и Ливерпуле. Потенциальные покупатели собираются побороться за футболиста в летнее трансферное окно. Мадридский Реал заинтересован в приобретении вингера МЮ Алехандро Гарначо. В конце прошлого сезона Алехандро заключил с Юнайтед новый контракт до 2028 года. В отличие от нападающего Маркуса Решфорда, который явно расслабился после продления сотрудничества, Алехандро заиграл только лучше после повышения зарплаты. В этом сезоне Гарначо утвердился основным игроком МЮ. 19-летний аргентинец провел 38 матчей во всех соревнованиях, забив 7 голов и отдав 4 голевые передачи. Успехи Гарначо не остались незамеченными со стороны Реала, утверждает Тим Толк в эксклюзивном материале. В Мадриде отлично понимают, что трансфер Гарначо будет чрезвычайно сложным и дорогим, но все равно ставит перед собой цель подписать Алехандро в ближайшие 2 года. Реал верит, что Гарначо обладает потенциалом одного из лучших атакующих игроков в мире. Королевский клуб предложит Алехандро пойти по стопам своего кумира Криштиану Роналду, который в 2009 году сменил МЮ на Мадрид и благодаря этому обрел статус суперзвезды.